Итак, переходим теперь к более интересному, я думаю, для вас вопросу. Это конкретика. Что мы, собственно, можем увидеть на анализе волос для того, чтобы предотвратить наиболее опасные сердечно-сосудистые заболевания, потому что они возглавляют перечень причин смертей во всем мире. Собственно, почему это происходит? Потому что мы не можем на сегодняшнем этапе адекватно, эффективно предотвращать появление этих проблем. Почему и так хороша Nutritional Balance in Science? Потому что как раз вот в эту нишу она встраивается очень хорошо, помогая нам увидеть проблему задолго до того, как можно наблюдать какие-либо изменения на любых других тестах или в симптоматике. То есть человек чувствует себя еще вполне прекрасно, ни на что не жалуется, но проблема уже начинает создавать. То есть ситуация в клетках начинает меняться в сторону дисбаланса все дальше и дальше. И мы можем эту ситуацию увидеть за много лет до появления реальных проблем. По классификации болезней сердечно-сосудистой системы это болезни кровообращения, болезни высокого давления, ишемическая болезнь, стенокардия, острый инфаркт миокарда, цереброваскулярные болезни. Артериальная гипертония, высокое давление является самой распространенной патологией. Ни в каком учебнике вы не найдете серьезного, глубокого объяснения, почему, собственно, это происходит. Ссылка на просто проблема возраста совершенно не доказывается реальной практикой, потому что на сегодняшний день этой проблемой страдать могут как молодые, так и пожилые. Объяснений в аллопатической медицине этому не связано с наличием, в учебниках написано, не связано артериальная гипертония с наличием патологических процессов, при которых повышение давления обусловлено известными, устраняемыми в современных условиях причинами. Вот это расписка о том, что не знаем, почему это происходит. Ну, когда уже дошло далеко, при симптоматических и вторичных артериальных гипертониях является следствием заболеваний сердца или сосудов, заболеваний эндокринной системы или других состояний. Опять же, из учебника. То есть здесь указывается на то, что здесь и сердце, и сосуды, другие части организма ответственны за эту проблему. Ну, ишемическая болезнь включает в себя стенокардию, как стабильную, так и нестабильную, что, собственно, является результатом недостаточности коронарного кровоснабжения сердца. Инфаркт миокарда – это уже некроз ткани миокарда из-за нарушения коронарного кровотока к нему. Почему я все это вам напоминаю? Не все среди вас, которые работают с сердечно-сосудистыми заболеваниями, так вкратце пробегаюсь по базисному. Цереброваскулярные заболевания, сосудистые, опять же, заболевания головного мозга, ишемический инсульт, некроз тканей из-за отсутствия кровотока к ним, геморрагический, это разрыв сосудов мозга и выход крови из них. Помимо вышесказанного, это нарушение ритма и проводимости сердца, кардиомиопатии, врожденные и приобретенные пороки сердца, сердечная недостаточность, инфекционный эндокардит, миокардиты, перикардит, опухоли сердца, болезни аорты, болезни периферических сосудов, легочные, гипертензии, венозные, тромбоэмболические осложнения. Вот такая общая картина сердечно-сосудистых заболеваний. Из того, что мы можем взять из учебника, как основную причину всех сердечно-сосудистых заболеваний, это ссылка на атеросклероз. Это изменение внутренней оболочки сосудов интимы, включающее накопление липидов, сложных углеводов, фиброзной ткани, компонентов крови, кальцификацию и последующие изменения средней оболочки меди. Важно отличать атеросклероз от артериосклероза, другой формы склеротических поражений артерий, для которых характерно отложение солей кальция в средней оболочке артерий, развитие аневризм, а не закупорки. И во всех учебниках вы можете найти вот это утверждение. В течение длительного времени атеросклероз и артериосклероз протекают бессимптомно. То есть самая главная причина, базисно, откуда начинается причина с сосудами, потому что и атеросклероз, и артериосклероз – это проблема сосудов. Она протекает долго бессимптомно и не показывается на известных, наиболее часто используемых тестах. Вот что мы можем увидеть задолго до проблемы. То есть как анализ волос может показать невидимые изменения задолго до проявления проблем. Так как качество сосудов определяет качество сердечно-сосудистой всей системы, качество самих сосудов зависит от того,
насколько качественные клетки строят эти сосуды. Нездоровые клетки не могут построить здоровые сосуды. И наоборот, здоровые клетки строят здоровые сосуды, и никакой проблемы там быть не может. А анализ волос – это как раз анализ ситуации, происходящего внутри клеток. То есть мы можем увидеть, как далеко клетка от состояния здоровья, таким образом понять, что происходит с сосудами и как данная тенденция, если она не будет меняться, к чему она приведет. Повышение холестерина, на него очень много накладывается ответственности за проблемы, возникающие в сосудах. Это ответ организма на воспаление в сосудах, и мы, собственно, можем увидеть это много раньше на тесте и устранить эту проблему путем адресации корня происходящего, то есть адресации воспаления. Тем самым без статинов мы можем снизить производство излишнего холестерина, таким образом не создавать побочных эффектов. Еще что важно, без высокого уровня электролитов высокого давления быть не может. И вот эти уровни электролитов мы можем увидеть много раньше, чем кто-либо что-либо может другим способом выявить. И покажу я вам, как на это можем влиять. Итак, пример теста, на котором мы видим базисные макроэлементы кальций, магний, натрий, калий, сразу бросается в глаза высокое содержание натрия и калия. Собственно, вот это и есть высокое содержание электролитов. Давайте, прежде чем двинемся дальше, поймем, почему и как возникает изменение давления в наших сосудах. Высокое ли, низкое ли, нормальное ли. Вообще сосуды – это трубочки. И так же, как в любой трубочке, которая проводит какую-то жидкость, труба, которая доставляет газ, нефть или еще что-то, или трубочки внутри нашего организма, давление в трубе, внутри трубы, зависит от того, как много жидкости протекает по ней. Если ее количество увеличить, то давление увеличится, и если ее количество уменьшить, давление уменьшится. Но у нас в организме такие ситуации, как резкие потери в крови, там, при травмах, допустим, это редкие ситуации, это не типичная ежедневная картина, поэтому не будем говорить об экстремальных. Давайте атипичные. Если у нас количество жидкости протекает примерно то же самое, чем определяется повышение давления здесь и сейчас. В этой крови должно увеличиться количество электролитов, то есть, скажем так, сухого вещества, растворенного в данной жидкости. Чем больше его там будет, тем более плотной будет жидкость, протекающая по трубочке. И, соответственно, будет сильнее давить на стеночки. Состав крови меняется постоянно. Она не может оставаться стабильной, совершенно невозможно. Все, что воздействует на нас, постоянно меняет состав крови. Вот эти постоянные изменения, если бы наши сосуды были построены так же, как и труба, доставляющая газ или нефть, стоящая, стабильная в одном состоянии, то мы бы постоянно ощущали вот эти скачки изменений в давлении. При здоровых сосудах не должны ощущать никаких изменений в составе крови. Почему? Потому что здоровый качественный сосуд должен быть мобильным, он должен быть гибким, он должен быть способным адекватно отреагировать на изменения состава крови. То есть, если она становится более плотной и давит сильнее на стеночки, стеночки должны быть способны расшириться настолько, насколько нужно, чтобы скомпенсировать рост давления. Если происходит обратная ситуация, падает содержание электролитов в крови, плотность падает, давит меньше, чтобы мы не почувствовали снижение давления, сосуды должны сжаться адекватно. Вот эта мобильность сосудов, пластичность их, гарантия того, что никакие изменения в составе крови мы не будем не чувствовать и не будем способны измерить. Поймите вот эти две важные вещи. Для того, чтобы и почувствовать, и измерить изменение давления, должны сойтись два фактора вместе. Изменение в крови и неспособность сосудов адекватно отреагировать на эти изменения. Вот эта неспособность сосудов
мы ее можем увидеть очень рано на тесте анализа волос. Вот этот конкретный пример, который показывает идеальную картину присутствия обоих компонентов для того, чтобы было высокое давление. Это компоненты высокого содержания электролитов, если натрий должен быть 25 мг% в идеале, а калий должен быть 10 мг%. Смотрите, как далеко уходят эти цифры. То есть это очень плотная кровь, очень сильно давит на стенки. При этом, где мы можем увидеть способность этих стенок адекватно отреагировать или неадекватно? По содержанию кальция и магния. В первую очередь не по их абсолютных величинах, а по соотношению. Поэтому вот соотношение с этой точки зрения наиболее информативно. Почему? Потому что кальций и магний оба являются структурными элементами, которые строят клеточную мембрану. Клетки строят, соответственно, определенный орган, ну, тот же сосуд. То есть, если клеточная мембрана клетки содержит значительно больше кальция, чем должна иметь относительно магния, то, исходя из качеств этих элементов, мы можем сделать вывод. Клеточная мембрана данной клетки очень непластична. Она закальцинирована. В идеале это соотношение должно быть семерочка, а у данного человека это 47-33. То есть, почему мы делаем вывод при высоком соотношении кальция к магнию, что этот сосуд совершенно как из металла сделан или из цемента? Потому что кальций обладает свойством все сжимать, держать крепко, не давать никак сдвинуться. Почему, собственно, он при производстве цемента и используется? Магний обладает противоположным качеством. Он все расширяет, расслабляет, релаксирует. Вот их идеальное соотношение позволяет сосудам и быть пластичными, и в то же время не быть как растянутая резиночка. Быть способными и сжиматься, и разжиматься, как новая хорошая резиночка. Вот при идеальном состоянии это новая хорошая резиночка. Если соотношение настолько выше нормы, то никакой способности на расслабление, расширение, релаксацию у данного сосуда нет. Он закальцинирован и жестко стоит в одной позиции. Потому как только на него давит большой плотности кровь при таком количестве электролитов в ней, конечно, очень высокое давление. Почему я привела здесь этот пример? Потому что он нам показывает интересную картину, которая противоречит часто звучащему утверждению, что высокий холестерин является врагом, который, собственно, создает ситуацию с высоким давлением. Вот данного человека при таком высоком давлении холестерин низкий. Почему я могу утверждать это? Потому что, обратите внимание, очень низкий цинк. В идеале цифра абсолютная должна быть близко к 18 мг%, а мы имеем 8. Цинк, он участвует в процессе производства холестерина. При его недостатке не будет печеночка даже необходимое количество холестерина производить, а не то, что дополнительное свыше той нормы, которую мы считаем нормой. У человека будет низкий холестерин и при этом высокое давление. Поэтому вот утверждение, что в любой ситуации нужно винить во всем холестерин, это неверная ситуация. У тех людей, у кого особенно проблемы с печенью, и печень не может адекватно отреагировать на ситуацию воспаления, она не сможет поднять уровень холестерина, потому что она в основном ответственна за его производство. И никоим образом здесь, хоть вы 100 яиц ешьте, извне это не изменит ситуацию. Так же как, если говорить о том, как можно повлиять на ситуацию изменения высокого натрия, например, и совершенно не есть соли, можно вообще ее не есть. Можно только травкой питаться и при этом иметь запредельно высокий уровень натрия. Потому что не этим, собственно, регулируется. Это короткий период, который хоть какое-то воздействие оказывает на содержание натрия в крови. Потому что если попавшая, даже очень соленая с пищей, высокий уровень натрия попадет в желудок, пройдет через желудочно-кишечный тракт, попадет в кровь, как только эта кровь дойдет до почек, этот натрий будет выводиться. То есть это короткое время.
на короткое время можно поднять незначительно уровень натрия высоким потреблением соли. Не этим регулируется в организме содержание электролитов. Регуляцией электролитов руководят надпочечники. Собственно, и ими производимый адреналин, норадреналин, алдостерон, нолдостерон, эти гормоны заставляют почки либо задерживать, либо выпускать электролиты. То есть адреналин, его главная задача – это задерживать, дать задание почкам не выпускать натрий. И тогда моча не соленая выходит, а уровень натрия нарастает в крови, и это происходит с целью обеспечения так называемого fight or flight респонса, да, ответ «беги» или «дерись», для того, чтобы создать дополнительный электрический потенциал в тканях, потому что кровь разносит этот дополнительный натрий в ткани, и его количество нарастает во внеклеточном пространстве. Таким образом, изменяется соотношение натрия вовне клетки и калия внутри клетки. Эти два электролита обеспечивают электрический потенциал. Как только начинает расти соотношение натрия к калию, электрический потенциал нарастает. Вот это нарастание электрического потенциала – это необходимая реакция на стресс. Женщина может в этой ситуации поднять машину над своим ребенком, и вот эта сила, которая в нее вдруг появилась, это сила из-за дополнительного электрического потенциала, который обеспечен разницей натрия и калия. В идеале должно быть 2,5, 2,4, но она может в ситуации стресса подняться до очень высоких размеров, и тогда вот это дает дополнительную силу бежать быстрее, драться сильнее, выжить в условиях опасности. Но чаще всего такие ситуации не возникают с людьми, так как наше подсознание не понимает разницу между ситуацией реально опасной для нас или ситуацией, которая нам не нравится. Всякое восприятие ситуации, которая нам не нравится, это я сейчас повторяю немножко из лекции про теорию стресса Селье. Сейчас не буду в это углубляться. В любом случае, здесь, как я уже сказала, мы можем увидеть на этом тесте ситуацию высокого давления, и мы понимаем, почему это происходит. Эту ситуацию мы можем увидеть еще до того, как такие высокие цифры, они ведь не поднимаются сразу моментально и резко. Ситуацию изменений, во-первых, в первую очередь, с качеством сосудов, это соотношение нарастает постепенно. И увидев отклонение от нормы много заранее, мы можем отрегулировать его, как теперь просто математически при взгляде на это соотношение. Понятно, нам нужно будет уменьшать количество кальция и увеличивать количество магния. И кальций изменить достаточно сложно, но магний значительно проще. При этом магний как и увеличивать его проще, так и теряет организм его быстрее, чем какой-либо другой элемент. При любой стрессорной ситуации первое, что мы теряем, это в большом количестве магния. Почему те, кто находится в постоянном стрессе по любой причине, собственно, готовят себя к созданию вот этой ситуации непластичности сосудов, в дальнейшем проблему с давлением и все, что следует за этим. Поэтому стресс номер один – причина всех сердечно-сосудистых заболеваний. Если бы мы не теряли так много магния, не было бы нарастания этого соотношения, сосуды оставались бы пластичными, и потому любые изменения в крови мы бы никаким образом не замечали ни падения, ни роста давления. Сосуды, 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 их качество. А вот теперь другой пример, когда натрий высокий, то есть плотность крови высокая, высокий холестерин, обратите внимание, какие запредельные значения цинка, но гипертония, высокого давления нет. Не на показателях, если мы будем снимать показатели, человек сам это не ощущает. Вот как-то, а что это?
ранее сказала, чтобы произошла ситуация с этим высоким давлением, должны сойтись два важнейших, самых главных фактора, как высокая плотность крови, так и жесткая позиция сосудов, которые не могут, то есть их сжатость, вот это и есть второй факт. Здесь он не присутствует. Мы смотрим на соотношение кальция к магнию, и это соотношение ниже нормы. Если норма семерочка, как мы уже говорили, здесь цифра 4,54. Значит, исходя из качеств кальция и магния, какой мы можем сделать вывод? Если кальций все сжимает и крепко держит в одной позиции, а магний все расслабляет, разжимает, релаксирует. Релаксация здесь больше, чем сжать. То есть данный сосуд, которая растянутая резиночка. Ой, вот такой. Поэтому давящее на него внутри кровь, ну и вот тут он такой расширяется. То есть никак. Давление это большого создать невозможно. Он весь такой расслаблен. Но это еще тенденция к тому самому противоположному атеросклероза артериосклероз, когда идет создание аневриз, то есть вот эта неспособность обратно сжаться и восстановить свою нормальную позицию, она приводит к тому, что превышающая нормы плотность крови при высоких электролитах, она где-то давит, и образовываются вот эти растянутые части этих сосудиков, такие ответвления, сумочки. Вот это вот аневризма. А здесь, помимо кальция и магния, еще очень сильным фактором для возникновения аневризмы является соотношение цинка к меди, потому что цинк является составной частью коллагена. Коллаген участвует в строительстве этих сосудов. Коллагеновые волокна между собой удерживаются в стабильной, правильной позиции мостиками из эластина. Вот эти мостики эластина удерживают коллаген в той позиции, в которой он должен быть. А эластин строится вместе с участием меди. Если не достает связывающих коллагеновые волокна мостиков эластин, то при сильном воздействии на коллагеновые волокна они легко сдвигаются. Таким образом образуются эти аневризмы. Эта ситуация тоже наблюдается, например, геморрой. Когда вы видите расширенные вены на ногах или каких-то других местах, это все очень ярко подтверждается на анализе волос при очень большом отклонении. Тогда это уже ярко, еще не ярко и вообще еще ничего не видно, но можно увидеть тенденцию, когда отклонения еще небольшие. В идеале соотношение цинка и меди должны быть около 8, и мы видим 36-25. То есть такое превышение количества строящегося коллагена при совершенно недостаточном количестве эластина, который бы удерживал коллаген в той позиции, в которой нужно. Это, кстати, объясняет еще и быстрое старение кожи. То есть, когда коллагеновые волокна не могут удерживаться в той позиции, в которой должны, вот это вот провисание, растягивание этих волокон вызывает появление морщин, обвисания и все, что нам не нравится как фактор старения. То есть много чего мы можем отсюда выудить как информацию, но так как мы сегодня говорим о сердечно-сосудистых заболеваниях, просто не будем уходить далеко в сторону. Так вот, обратите внимание, чтобы произошла ситуация с высоким давлением, недостаточно какого-то отдельного фактора, а должны сойтись несколько моментов, которые мы можем, как я уже сказала, увидеть много заранее до того, когда уже проблема становится далеко зашедшей, хронической и так далее. Вообще из опыта хочу сказать. Самый яркий, шокирующий был для меня пример, когда ко мне обратилась женщина в начале своих 40-х годов, и у нее 8 лет был поставлен диагноз гипертонической болезни. И ей прописаны были медикаменты для постоянного снижения давления. Вот с 8 лет до появления ко мне она принимала постоянно эти препараты по снижению давления. И она это делала, потому что ее врач ее убеждал в том, что это ей необходимо, иначе она умрет, если она не будет принимать эти препараты. В течение всего нескольких месяцев постепенно она ушла от этих препаратов, и, в общем, это было примерно лет 6 назад, когда она впервые ко мне появилась. Давление у нее абсолютно нормальное, куда не падает, не растет, и медикаментов она никаких не принимает. Пожилые люди, которые были долго на медикаментах, на статинах, на бета-блокаторах, вы знаете, типичные препараты, которые прописываются. Кто-то постепенно, кто-то достаточно быстро уходит от их приема, восстанавливает качество своих клеток, и проблема уходит.
Совершенно. То есть нет никакой необходимости принимать медикаменты. Хроническими эти заболевания не должны быть. Мало того, их вообще не должно быть, потому что их можно предотвращать на самом раннем этапе. И потому все остальное, что из этого следует, совершенно в этом нет необходимости. Впоследствии стенты, впоследствии замена сердца. Я наивно считала, что самые богатые и сильные мира сего, хотя бы они имеют возможность иметь прекрасную превентивную медицину, но когда услышала о том, что Рокфеллеру были пересажены 7 сердец, это говорит о том, что никакой превентивной и у них нет. Значит ли это, что это невозможно? Нет, возможно. Здесь я еще хочу показать, какие еще факторы могут влиять на повышение давления. То есть для того, чтобы плотность крови увеличилась, как я уже раньше сказала, должно увеличиться количество электролитов. В первую очередь это регулирует надпочечник. Адреналин выделяет надпочечниками, как бы на почках нажимает кнопочку «задерживать натрий». Впоследствии включаются глюкокортикоидные гормоны, которые уже регулируют калий, щитовидка, но это уже последствия. Так вот, помимо стресса психоэмоционального, еще есть скрытый враг, который оказывает ровно такое же воздействие, то есть заставляет надпочечники выделять дополнительный адреналин, и как результат нарастание натрия и плотности крови и так далее. Есть невидимый враг в виде токсических элементов, которые, когда они находятся в крови, проходя через надпочечники, раздражают их и, как результат, вызывают точно тот же fight-or-flight response. Собственно, это объясняет, почему люди чувствуют anxiety. Вот эти необоснованные страхи, не объясненные никакой внешней причиной, на которую можно было бы сослаться, человек вдруг в спокойной обстановке начинает чувствовать страх и доходит до состояния, что люди бросают самоубийство. Вот это наличие внутреннего врага невидимого в форме токсинов, которые раздражают надпочечники, а человек начинает чувствовать страх в связи с этим, потому что механизм одинаковый. Если вы убегаете от врага, у вас fight-or-flight response включается, вам очень страшно. И либо у вас токсин создает ту же самую реакцию, как результат вы чувствуете такой же страх. Вот ощущения все те же самые, но если вы не можете это объяснить, необъясненное состояние вас еще больше пугает, и в связи с этим вы еще больше раздражаете надпочечники, таким образом добавляете керосина на это пламя. И вот эта вот нарастающая ситуация все большего производства адреналина приводит к сильнейшему ощущению того, что человек просто... Так вот, можем ли мы это увидеть, этого невидимого врага? Можем. На крови он может быть, когда это свежая интоксикация. Если вы вчера отравились той же ртутью, сегодня еще будет, конечно, в крови она находиться, тогда вы поймете, что вы отравились. А если через месяц, 2 или 3, или через год посмотреть, скорее всего, вы там не увидите этой ртути. Если она находится в клетках, то в крови ее искать бесполезно. Если она ушла с мочой и калом, тогда здорово. Но если она находится в клетках, какие-то определенные моменты из клеток она может выходить. И эту ситуацию, почему из клеток могут выходить токсины, и можем ли мы этот процесс ускорять, воздействовать более эффективно на этот процесс, да, можем. Отдельно поговорим об этом. Так вот, что происходит внутри клеток, в внеклеточном пространстве, мы можем увидеть на этом тесте. И здесь я привожу пример теста, где очень много, как вы видите, алюминия, арсеник или мышьяк. Даже те элементы, которые не стоят в группе токсичных, ярко активно токсичных элементов, при их слишком большом количестве работают нисколько не менее опасно, токсично, чем те, которые вот в этом как раз квадратике. Тот же никель, он, например, очень сильный канцерогенный элемент, вот этот титаниум. И все остальные, висмут, рубидиум, литий, при таких больших цифрах они работают как очень сильные раздражители, как очень сильные токсины. Как результат, суперактивно работающие надпочечники, потому что они постоянно раздражаются, высокий натрий, калий. Человек может и не находиться в ситуации психоэмоционального стресса, когда он негативно реагирует на события, происходящие вне его тела, а внутренняя картина создает ту же самую реакцию. Вот
Сейчас, секундочку, про нарушение ритма и проводимости сердца. Ведь сердце – это мышцы, группа мышц. Мышцы сокращаются и расслабляются под воздействием электрического потенциала, который создается наличием электролитов, их разницей. Создается осмозис в клетке, то есть калий внутри клетки, натрий вовне клетки. И количественная разница создает электрический потенциал, который обеспечивает движение внутрь и вовне клетки. Вот этот осмозис. Электролиты натрий и калий вовлечены во все процессы в нашем организме, потому что каждая биохимическая реакция, она одновременная физическая реакция. Без энергии ничего происходить не будет. Вот эта электрическая энергия обеспечивается наличием этих электролитов. Если соотношение натрия к калию в идеале должно быть примерно 2,5-2,5, и если это соотношение будет 0, это смерть. 0 – нет электричества. Сколько бы ни было каких элементов собрано в эту корзинку этого человеческого тела, там жизни не будет. Нет энергии, нет жизни. И соотношение этих элементов мы можем прекрасно видеть на тесте. И видеть тенденцию уменьшения этого электрического потенциала, которая меняет ритм работы сердца, проводимости. То есть при низком электрическом потенциале, низкая проводимость, слабо работающее сердце. Смотрите, вы же помните этот опыт, когда лягушки, отдельно от лягушки, вот эти мышцы, к ним подводятся провода электрические, пропускается электрический ток, то мышцы начинают сокращаться. Почему, когда у человека останавливается сердце, используется сильный электрический шок для того, чтобы заставить эту мышцу опять сокращаться. Либо делается прямой укол сердца адреналином, который непосредственно воздействует на количество натрия. Резко возрастает количество натрия, электрический потенциал появляется, и появляется электрический разряд. Вот отклонение этого соотношения от нормы очень серьезная ситуация, которую мы можем видеть, и потому мы можем на нее воздействовать намного раньше, чем какие бы другие тесты нам показали. Вообще другие тесты вообще бы. Так вот, как пример, натрий калий от нормы, видите, норма здесь видна, 0,39. Причем я здесь показываю еще пациента, который, вот это ретест, а вот это предыдущий тест. Вот это пример пациента, который вообще ничего не делал из того, что ему рекомендовали. Некогда мне, дайте мне таблетку, я побежал, я буду делать все, что я делал, никаких изменений в образе жизни я не буду делать ни в диетах, вообще ни в чем, дайте мне таблетку, мне некогда. Вот это не изменение ситуации, которое требует активного участия человека, никакая таблетка за вас все ваши проблемы не решит. Так вот, вот это пример ухудшения ситуации, ослабления электрического потенциала, потому что идет снижение соотношения натрия-калия. И все, что с этим связано. Человек уже чувствует, во-первых, чувствует высокое давление, обратите внимание, у него кальций к магнию, как еще вырос, слабость сердца, и человек действительно это чувствует. Обратите внимание, почему увеличивается заболевание, когда сердце увеличивается в объеме? Что может заставить сердце увеличиться в объеме? Любая мышца, если она очень интенсивно и долго работает, она увеличивается в размер. Неважно, где она находится, бицепсы, трицепсы или сердечная мышца. Одинаковая будет реакция. Так вот, если человек находится в этой ситуации долго, потому что никак не адресуется эта проблема, то мы увидим такой результат. Никаких случайностей в сердечно-сосудистых заболеваниях нет. Они все начинаются постепенно, развиваются, если мы не останавливаем тенденцию. Тенденцию мы можем видеть на тесте, как я уже сказала. Вот, например, почему аритмия возникает, брадикардия или тахикардия. И, собственно, глядя на тест, мы всегда можем сказать, здесь брадикардия или тахикардия. То есть при пониженном давлении, для того, чтобы обеспечить все, даже маленькие капиллярчики, достаточным количеством крови, сердце, главная помпа, она начинает компенсировать неспособность сосудов осуществлять свою работу. И при сниженном давлении начинает сильнее биться, продавливать эту кровь, чтобы хоть как-то поддерживать этот кровоток. Тогда возникает вот эта тахикардия. Слишком интенсивная, убыстренная работа сердца. Это результат компенсации неспособности
осуществить эту работу сосудами. Брадикардия противоположна. Если давление высокое, сердце пытается хоть как-то его снизить, и поэтому пытается замедляться и даже какие-то удары пропускает. Попытки, опять же, скомпенсировать проблему, чтобы сосуды не разорвались. Вот тут я бы хотела, когда я упомянула вот это слово, употребила, чтобы сосуды не разорвались. Вот эта ситуация разрыва сосудов, это ведь опаснейшая ситуация для организма. Это ситуация, когда может произойти кровоизлияние и внезапная смерть. Что может заставить сосуд разорваться? Если повышается плотность крови, сосуд здоровый и пластичный, он, конечно, расширится и скомпенсирует. А если он потерял уже свою пластичность, все менее и менее пластичен, то давление на стеночке все время увеличивается. Если к этому еще прибавится ситуация, когда в организме что-то создает воспалительную реакцию, например, присутствие провоспалительных гормонов, такие как адреналин, один из самых провоспалительных гормонов, гормоны щитовидной железы, глюкоза, очень сильный провоспалитель, токсины, инфекции. То есть наличие факторов воспаления обязательно в первую очередь будет воздействовать на сосуды, потому что это все это попало в кровь и разносится в ткани. Прежде чем ткань получит проблему, ее, конечно, должен получить сосуд. И если сосуд под воздействием провоспалительной субстанции воспаляется, в этом месте нарастает температура. Вот если термографию делать, в месте воспаления будет показатель более высокой температуры. На картинке будет видно, что это красное, либо даже уже желтый цвет. В любом месте воспаления повышается температура. Повышение температуры высушивает внутреннюю оболочку сосуда. И когда, помните, мы говорили атеросклероз, потеря внутренней оболочки сосуда. Она высыхает буквально, потому что в здоровом состоянии она как мукус, она очень скользкая, очень... К ней ничто не может прилепиться. И вот она высыхает, и сосуд не только теряет свою толщину, но теряет вот эту скользкое покрытие. И теперь он становится шершавеньким, более тонким и шершавеньким. И здесь опасность разрыва возникает, если увеличится значительно давление. Вот чтобы этого не произошло и не было внезапной смерти, организм, анализируя ситуацию, выбирает из всех зол меньшее. Так всегда отвечает на проблемы системы. Она всегда выбирает из всех зол меньшее. И начинает дополнительно вырабатывать холестерин. Это ответ на воспаление. Для чего? Для того, чтобы эти дополнительные кирпичики, попав в кровь, прилепились к этим стеночкам, которые потеряли вот этот слой. И только в этом месте, где есть воспаление, могут прилепиться эти холестериновые молекулы. Так вот, производство дополнительного холестерина – это не сумасшествие организма, который пытается нам создать дополнительные проблемы. Нет, организм пытается временно решить более страшную возможную ситуацию. То есть, если у вас труба начала течь, сантехник придет только через 2 дня, вы, чтобы не было больше проблемы, начнете в этом месте хоть как-то чем-то заматывать эту трубу. Временно, но для того, чтобы не было больше проблем. Так вот, с холестерином бороться – это борьба с реакцией организма на воспаление. Нам не с этим нужно бороться, а нужно бороться с воспалением. Потому что если мы уберем воспаление, система перестанет дополнительно производить холестерин, потому что она не сумасшедшая. То и не будет организм делать работы для себя совершенно ненужной. Практически все реакции организма – это адаптация к ситуации. Нам нужно бороться не с этой адаптацией, а бороться с тем, чтобы убирать ситуацию неблагоприятную. И в связи с этим прием статинов, конечно, снижает производство холестерина, и начинают страдать те функции, на которые холестерин задействован. Побочные эффекты именно с этим и связаны. Но сосуды на заклейку тех самых участков организм все равно доставит, и все равно туда этот холестерин, даже если его производится мало, он все равно туда прилепится, потому что прежде чем куда-либо попадет холестерин для других целей, он все равно должен пройти в крови. Вот в крови он все равно эту первоначальную, самую главную функцию выполнит – обеспечение безопасности. А все остальное, что, например, производство витамина D, потому что он из холестерина под кожей под воздействием солнца производится, производство гормонов тестостерона, эстрогена, строительство новых клеток, поэтому если
люди травму получили, очень медленно заживление травм идет и так далее. Все, на что задействован холестерин как субстанция встраивающаяся, необходимая, все начнет страдать. Побочные все эти эффекты будут постепенно, но будут. Поэтому ту проблему, которую, собственно, нам бы кажется, мы должны воздействовать, чтобы он не приклеивался в сосуды, он все равно будет приклеиваться до тех пор, пока там будет воспаление. Подведем. Главное условие качественной сердечно-сосудистой системы – это качественные сосуды. Они могут быть построены только из качественных клеток. Мы можем увидеть, каковы же клетки данного человека и как мы можем изменить это состояние. То есть у каждой клетки есть определенная продолжительность жизни. Если в период ее жизни мы воздействуем то, чтобы она дополучила, чего ей не хватает, и помогли избавиться от того, что там быть не должно, она даст рождение новой детки клетки. Если мы продолжаем воздействовать, изменять содержание внутри этой клетки максимально приближенному к идеальному, сбалансированному состоянию, рано или поздно мы получим новое поколение совершенно здоровых деток клеток. Здоровые клетки строят здоровые органы, в каком бы месте они ни находились. Какое бы заболевание ранее там не присутствовало. В этом очень большая надежда. Мы можем таким образом и предотвращать, и уходить от так называемых хронических заболеваний, в зависимости от того, как много инструментов воздействия мы используем, как серьезно сам человек относится, потому что мы насильно ничего с ним сделать не можем. Поэтому профилактическая, образовательная программа, я думаю, рано или поздно мы к ней придем, должна начинаться как можно раньше, в детском возрасте. Формировать в детстве хорошие, правильные привычки значительно легче, чем потом освобождаться от плохих привычек. В общем, я думаю, что рано или поздно мы построим хорошую превентивную медицину. Итак, все органы системы участвуют в строительстве этих здоровых клеток. То есть нельзя выделить сердечно-сосудистую систему из всего организма и сказать, что вот только качество сосудов, качество работы надпочечников, качество работы нервной системы определяет все. Нет, это неправильно. Будучи частью общей системы, любой орган воздействует на сердечно-сосудистую систему. И печень, и почки, и кожа, и нервная система. Все в той или иной мере напрямую, либо опосредованно, а потому смысла как такового адресовать вот только сердечно-сосудистую систему никакого. Вот это деление врачей по отдельным специальностям, оно имеет смысл, вот в острых ситуациях, когда человеку надо пересадить сердце, вот здесь, конечно, нужно очень детальное понимание данного конкретного органа. И если будет построена правильная превентивная медицина, таких ситуаций будет слишком мало, в идеале вообще не будет. И врач превентивной медицины – это врач, который должен лечить не болезнь, а пациента. Если где-то что-то вышло из строя, это значит, сломалась система, а не отдельный орган. Мы не машины. Так вот, поддержание баланса в клетках организма – необходимые и достаточные условия для отсутствия заболеваний сердечно-сосудистой системы и всех остальных, как бы они ни назывались, как бы страшно они ни звучали. Генетические, аутоиммунные, врожденные. Мы не рождаемся и не умираем с теми же клетками, они постоянно меняются. Если мы меняем условия, то даже гены, их экспрессия тоже меняется в зависимости от условий. То есть, если мы находим инструмент воздействия на условия внутри клеток, то мы получаем возможность контролировать результаты этих условий. Если эти условия максимально приближены к идеальным, результаты будут идеальны. Любое заболевание – это всего лишь уход от этой идеальной точки баланса внутри клетки. И факторы, которые, собственно, при этом напрямую воздействуют, если мы говорим о сердечно-сосудистых заболеваниях, это психоэмоциональный стресс и физический. Тут, кстати, очень интересная вещь. Очень многие люди на сегодняшний день верят в то, что чем больше физических упражнений, чем больше интенсивности, тем лучше. Тем более вы здоровый, дольше будете жить хорошо и качественно. Но пример спортсменов, особенно спортсменов высоких достижений, говорит о том, что это спортсмены как раз очень сильно много болеют, много проблем, и не только то, что связано с травмой. Простуды, гриппы,
нервы, им подвержены, как маленькие дети. И масса других проблем. Почему, собственно, это так? Все должно быть в меру. Психоэмоциональный стресс, как мы уже ранее говорили, очень сильно включает повышенное производство адреналина и все, что потом следует. Также и слишком большая интенсивная нагрузка точно так же заставляет надпочечники работать более интенсивно. И я думаю, что вы знаете людей, которые говорят о том, что ну вот я, когда в фитнес-клуб иду, я совершенно разбитый, сил никаких нет, за уши себя туда притаскиваю, но вот после часа интенсивной тренировки я оттуда лечу на крыльях. Наверняка слышали такое. Откуда вдруг эта энергия взялась? Откуда вдруг у вас ее так много? Это всего лишь потому, что вы уставшую лошадку надпочечники взяли и побили интенсивной физической нагрузкой, как палкой, и заставили сейчас ее бежать. Вот это дополнительная теперь работа, более интенсивная, хотя они очень устались, эти надпочечники, это интенсивное воздействие на них, это стимуляция, заставляет выплескивать дополнительный адреналин, и вы получаете вот тот самый адреналиновый раш, да, когда вдруг откуда ни возьмись это фиктивная энергия, это не энергия, которую вы теперь имеете, потому что вы восстановили уставший, вымотанный орган. Нет, вы еще больше его вымотали. Если лошадку бить уставшую, конечно, она побежит, но настанет момент, когда она упадет замертво, и бейте ее, не бейте, ничего уже не поможет. Собственно, стимуляцией очень многие люди неосознанно или осознанно пытаются создать приятные ощущения, наличие энергии, для чего, собственно, потребляют кофе. Некоторые люди неосознанно злятся. Вот босс приходит на работу, и пока он не покричал очень сильно на коллег, он чувствует себя уставшим, а вот покричал, просто дошел до предела злости, и вдруг энергия появляется. Что, собственно, произошло? Раздражение, стимуляция надпочечников. И вот появляется адреналиновый раш. Многие люди неосознанно становятся зависимыми от такой стимуляции. Вообще все стимуляторы рано или поздно вызывают зависимость, потому что требуется все больше и больше их количество для того, чтобы получить тот же результат. Все сильнее нужно бить лошадь, чтобы заставить ее двигаться. Но это неправильный подход. Если вы хотите уставшую лошадку превратить в здоровую, крепкую, способную, без того, чтобы ее бить и стимулировать, нормально, хорошо бежать, ей нужно дать возможность отдохнуть, ей нужно дать покушать, ей нужно дать восстановиться, а это требует времени и правильных действий. Что, собственно, мы и делаем на программе Nutritional Balancing Science. Вот следующий еще очень важный фактор – дефицит кислорода. Дефицит кислорода, который может быть вызван курением, стрессом. Почему в стрессе люди все недополучают кислород? Потому что fight or flight, он еще и hide, то есть прятаться. Респонс. Когда люди неосознанно начинают дышать поверхностно в стрессе, никто не дышит в стрессе глубоко и спокойно. Понаблюдайте за собой и окружающим. И вот это поверхностное дыхание, даже с задержкой его, обратите внимание, когда вам чего-то очень-очень надо успеть, вы останавливаете дыхание даже. Последите за собой. Таким образом, вы не додаете количество кислорода в легкие, и дальше уже кровь недополучает и не доносит таблеток. При курении, естественно, то же самое, недостаток кислорода. Гиподинамия, чем меньше вы двигаетесь, тем меньше вы заставляете организма потреблять кислорода. Почему? Собственно, после бега начинает очень глубоко, интенсивно дышать. Ну и условия, в которых вы находитесь. Хитеры, air-conditioner, вот это все сжигает кислород очень активно. То есть условия, в которых мы находимся, они тоже могут создавать вот эту ситуацию дефицита кислорода, а при этом мы активно теряем магний. Магний на все это номер один. В первую очередь, при всех неблагоприятных условиях мы теряем магний. Он как цунами вымывается из нашего организма, и таким образом, как результат, повышается соотношение кальция к магнию. То есть кальций, если он остается тот же, да, активно снижается магний, то соотношение повышается. И как, если вы вспомните, ранее мы говорили, при
при его повышении сосуды начинают быть спазмированы, сжаты, создаются условия для повышения давления, если плотность крови увеличится. Воспаление, как я уже упоминала, инфекции, повышение алдостерона или адреналина, что одно и то же. Зачем придумывать несколько терминов для одной субстанции? Не знаю. Тиреостимулины, то есть повышение щитовидности. То есть все гормоны, которые напрямую завязаны на производство энергии, они провоспалительные одновременно. Поэтому если их... Почему гормонозаместительная терапия очень много имеет побочных эффектов, и ее нужно применять только очень ограниченно, только в определенных ситуациях, и это отдельный вопрос, которому мы посвятим отдельную лекцию. Свободная глюкоза, инсулин, то есть все эти воспаляющие факторы вызывают повышение холестерина, как я уже ранее говорила. Цинк завязан на его производство, организм начинает больше его потреблять из поступающей пищи для обеспечения данного производства и начинает нарастать соотношение цинка к меди. Вот еще один фактор, который нас приводит к атеросклерозу и артериосклерозу. Нельзя отрицать такой фактор, как неадекватная диета, не способная скомпенсировать потерю необходимых питательных веществ, и наличие токсичных элементов в организме. То есть тут в целом вот это все факторы. Можем ли мы их адресовать? Можем. Можем ли мы их увидеть на тесте? Можем. А значит, у нас есть возможности для предотвращения, уменьшения, восстановления дисбаланса внутри клеток. Мы можем помочь человеку, а вот это одна из самых трудных частей программы, изменить сложившуюся привычку реакции на неблагоприятные события, происходящие вовне. Это то, что мы можем назвать характером. Это то, что формировалось в детстве путем наблюдений, как взрослые реагируют на события, как они определяют, что такое хорошо и плохо, и как с этим бороться. Вот эта программа, если она была записана благоприятная, то это здорово, очень редко кому повезло. Но в основном программа, которая существует в большинстве людей, это программа, которая заставляет чувствовать, что опасности, неприятности, неблагоприятные события все время происходят. Не понос так золотуха, вечная непруха. Пришла беда, отворяй врата. То есть, если не погода, значит события в семье. Не события в семье, значит что-то внутри меня. Если не это, значит политика. Что-либо, но все время происходит не так, как нужно, а потому человек реагирует негативно, реагирует стрессово. Как результат, fight-or-flight response постоянно возобновляется, и все этому следует. То есть возобновляемая система стресса – это привычка. Привычка, как и любая другая, она может быть заменена на новую привычку. Но это требует больших усилий. Сейчас много об этом говорят, но слово медитация стало очень популярным, но очень многие недопонимают. Работая с психологом, тут уж кому как повезет. Да? В психологии, к сожалению, отрицается наличие души, поэтому не адресуется этот фактор. И почему, собственно, духовный наставник в этом плане может быть более эффективным. Но это все зависит от того, если вы хотите поменять собственный стрессорный ответ на события, и вы начнете искать в этом направлении, вы, конечно, найдете. Но в идеале мы должны иметь специалистов, которые могут все вопросы адресовать без отсылки еще к кому-то. Вот это такой новая специальность, когда врач превентивной медицины будет и этот вопрос помогать разрешить у данного пациента. И это да, может. Сложно, требует времени, но может. Отдельную лекцию, может быть, целый цикл лекций этому посвящу, поделюсь своим опытом работы в этом направлении. На физическом уровне мы можем воздействовать правильные нагрузки, расслабление, баня или сауна. Баня или сауна я могу бесконечную песни петь во славу им, потому что это прекраснейшая возможность тренировать сосуды вплоть до восстановления их качества до качества сосудов новорожденного ребенка. По большому счету, помимо экстремальных температур
то есть высоких температур и низких температур, никаких других методов заставить сосуды активно расширяться, активно сужаться и заставлять вот эту вот проделывать работу, никаких других способов нет, никакая таблетка этого не может сделать, никаких диеты не могут это сделать, и даже физические упражнения не могут этого сделать, потому что при даже очень интенсивных физических упражнениях идет очень-очень-очень постепенное расширение сосудов, а потом очень медленное, постепенное их восстановление. И если мы погружаем себя в ситуацию очень высокой температуры, здесь нужно говорить о том, что это надо очень постепенно, нельзя никакими наскоками этим. Чем мы себя можем вылечить, этим мы можем себя и убить, поэтому здесь постепенность очень важный фактор. Но принципиально, если мы себя погружаем в высокую температуру, даже камень расширяется, и наши сосуды, самые закостеневшие, тоже вынуждены будут расшириться. Если потом мы себя погружаем в низкую температуру, даже камень сужается, и наши сосуды вынуждены будут это сделать. Если мы делаем эти действия несколько раз, расширяем, сужаем, расширяем, сужаем, расширяем, сужаем. Вот это упражнение совершенно уникально, очень ускоряет процесс воздействия на сосуды. То есть помимо изменений их биохимии, воздействия на соотношение того же кальция к магнию, цинка, к меди, остальные натрия, калию и так далее, если еще и физически воздействовать и забывшие как двигаться сосуды, мы заставляем двигаться. Это как вот если мы лежали долго-долго, не работали мышцами, они атрофируются. Если мы опять начнем их тренировать, мы опять их восстановим. Вот это упражнение, которое сауной или баней мы можем проделать, ничем другим невозможно повторить, а потому в этом уникальность, прекрасная возможность, какой бы ни был возраст. При совокупном воздействии с биохимической точки зрения и вот этих инструментов мы можем быстрее восстановить эластичность сосудов, и тогда проблема уйдет. Отдельный тоже пример, как этим пользоваться, как более эффективно использовать инструмент, как не навредить этим инструментам. Хочу вам сказать, чтобы вы поискали в интернете такой термин – вайон-терапия. W-A-O-N therapy. Этот термин вайон-терапия в Южной Корее один из врачей, работающих с сердечно-сосудистой системой, он дал этот термин как его запатентованное открытие воздействия сауны на сердечно-сосудистые заболевания. Нам, конечно, русским смешно, что это можно запатентовать и говорить, что это что-то новое. У нас столетия использовался этот инструмент, и баню раньше строили, чем дом. То есть мы-то знаем прекрасно, что это очень хороший инструмент помощи организму быть здоровым. Но те опубликованные исследования, которые вы найдете, если прогуглите этот термин, они прекрасно доказывают то, что мы на практике знаем, доказывают, как, и там сопоставляются группы очень пожилых людей с всевозможными сердечно-сосудистыми и другими дегенеративными заболеваниями, типичными для старости. Сопоставляются люди, те, которые принимают типичные медикаментозные средства для поддержания их стабильного состояния, и группа, которая не принимает их и используют вайон-терапию, то есть отказываются на этот момент и используют вайон-терапию. Сопоставляется результат, поразительно прекрасный, документальный результат, который доказывает то, о чем я сейчас говорила. Мы можем получить значительно больше и быстрее, более эффективную, качественную картину, используя таких неагрессивных, очень приятных методов по сравнению с приемом медикамента, который при этом еще и побочные эффекты дает. Ой, много всего хорошего мы можем использовать. Я буду делиться, что я знаю, а вас прошу делиться тем, что вы знаете. Насобираем и создадим прекрасную превентивную медицину. Так вот, еще выбор правильной диеты и пищевых добавок, что, собственно, позволяет при помощи вот этого теста выбрать правильную диету, потому что нет
одной правильной диетой для всех людей на Земле. Мало того, та диета, которая правильно будет для вас здесь и сейчас на какое-то время, не значит, что через 10 лет она будет удовлетворять требованию вашего организма. В связи с вашими изменениями диета должна меняться для того, чтобы компенсировать ваши потери и поддерживать, приблизить вас к балансу и удерживать там его. Медленные и быстрые оксидайзеры не могут иметь одинаковую диету. Она принципиально отличается. И что мы, собственно, из теста видим и назначаем на основании результатов теста определенную диету для определенных людей. И отдельно будем говорить об этом, углубляться. И еще один из моментов — детокс, так как токсичные элементы являются дополнительным раздражителем, который усугубляет все негативные ситуации, то детокс, правильно проведенный, конечно, очень нам нужен для полного успеха. Тоже отдельная большая тема, интересная, но здесь просто сразу скажу, вот один из, если бани я могу бесконечно петь во славу песни, так и кофейная клизма. Очень хороший способ помочь печеночке избавиться от стагнации тех токсинов, которые она накопила в течение жизни, и таким образом начала функционировать более качественно. Без хорошей работы печени осуществить процесс восстановления в организме невозможно. Так вот, один из способов помочь печени более эффективно работать — кофейная клизма. И детали, как, почему, ответы на критику. Об этом будем отдельно говорить. Сейчас я только упоминаю. Вот те инструменты, которые я использую на программе в работе с пациентами по результатам анализа волос.